Юная девушка на острове с нетерпением ждет возвращения родителей. Когда они приезжают, то привозят с собой новорожденного малыша. Мать говорит своей дочери Мэри, чтобы та поздоровалась с ее младшим братиком Шайенном. Мэри радостно целует брата, и на его лице появляется удивленное выражение. Она представляется ему: «Привет, Шайен. Я твоя старшая сестра». Это вызывает у него радостную улыбку. Проходит 3 года, и Мэри с восторгом сообщает, что выиграла забег. Шайен, уставший от соревнований, замечает, как быстро она бежит. Мэри гордо отвечает: «Конечно, я быстрая. В конце концов, я старшая сестра». Их отец подходит к ним, и Мэри тепло приветствует его. Отец ласково говорит ей, что она такая же умная, как и раньше. Шайен тоже здоровается с отцом, и тот хвалит его за надежность. Однако Шайен скромно настаивает, что Мэри заслуживает доверия. Мэри игриво соглашается, но про себя думает, что Шайен действительно надежный. Она восхищается тем, как он помогает их маме, больше не писается в постель и иногда даже выглядит задумчивым, как взрослый, что вызывает у нее легкую зависть. Позже Шайен произносит какие-то магические заклинания. Мэри думает, что он репетирует роль, и смеется над воспоминаниями о своем младшем брате. За ужином в тишине Шайен вдруг спрашивает отца, существуют ли на самом деле монстры. Отец удивляется вопросу, но подтверждает, что монстры существуют. Он предупреждает Шайенна, чтобы тот никогда не покидал остров, подчеркивая, что мама, должно быть, уже рассказывала ему о смертельной опасности этих существ. Если Шайен когда-нибудь встретит монстра, он должен убежать и попросить помощи у взрослого. Затем Шайен спрашивает, существуют ли духи и феи на самом деле. Отец признает, что знает о существовании фей, но ничего не знает о духах. Мэри явно шокирована этим разговором, на ее лице написано удивление. Шайен спрашивает о существовании магии, в частности, о способности управлять стихиями, такими как вода, огонь и воздух, чтобы что-то создать. Отец, озадаченный, отвечает, что никогда даже не слышал о таком понятии, как магия. Мэри чувствует грусть, видя разочарование Шайенна. Но Шайен настаивает и спрашивает, может ли магия существовать, даже если отец о ней не слышал. Отец признает, что магия может существовать, но добавляет, что он образованный человек с обширными знаниями. Исходя из того, что он знает, магия не является чем-то общепризнанным среди обычных людей. Затем он спрашивает Шайенна, откуда тот узнал о монстрах, феях и магии. Шайен молчит, не желая отвечать. Его сестра Мэри подходит к нему и спрашивает, все ли с ним в порядке, заметив, как он побледнел. Шайен успокаивает ее, говоря, что с ним все хорошо, но выглядит он потрясенным и грустным. С тех пор он больше никогда не упоминал слово «магия». 3 года спустя Мэри тренировалась с деревянным мечом, а Шайен с гордостью наблюдал за ней. Закончив тренировку, Мэри села рядом с ним отдохнуть. Шайен спросил, зачем она так усердно тренируется. Мэри ответила, что как старшая сестра она хочет быть готовой на случай, если что-то случится, чтобы защитить его. Шайен спросил, от чего она его защищает. Она объяснила, что это могут быть монстры, духи или другие угрозы. Мэри заверила его, что это ее долг как старшей сестры. Она призналась, что хотя ей иногда было трудно, она наслаждалась этим, потому что это делало ее сильнее и помогало защищать его. Мэри добавила, что хотя она не очень умна, она преуспела в физических упражнениях. Шайен наконец понял, почему его сестра так усердно тренировалась все это время. Когда наступила ночь, Мэри продолжила свои тренировки. Пришла ее подруга и удивилась, что Мэри так долго занимается, но не устала. Мэри отмахнулась от ее замечаний и предложила подруге потренироваться вместе. Подруга отказалась, сказав, что слишком устала после помощи дедушки. Затем подруга спросила о Шайене, интересуясь, все ли еще он сидит дома и учится, как обычно. Мэри подтвердила это, и подруга заметила, что они с братом совсем разные. Мэри вспомнила, как Шайен спрашивал ее о магии, и была уверена, что его постоянные занятия связаны с этими вопросами. Вдруг над озером появился свет, и Мэри с подругой застыли от удивления. На следующий день Мэри взяла Шайена с собой на озеро. Шайен колебался, напомнив ей, что мама просила их не уходить далеко. Мэри успокоила его, сказав, что это недалеко и что там нет никаких монстров. Когда начало темнеть, Шайен напомнил сестре, что мама будет волноваться. Мэри согласилась, но сказала, что ожидание того стоит. И тут снова появились огни, удивив Шайенна. Мэри объяснила, что эти светящиеся шары всегда появляются после заката, но она не знает почему. Шайен с любопытством спросил, знают ли их родители о светящихся огнях над озером. Мэри объяснила, что она показывала родителям эти огни, когда впервые их увидела, но, к ее удивлению, они ничего не видели. Она призналась, что беспокоилась, что Шайен тоже не сможет их увидеть. Шайен предположил, что, возможно, только дети видят эти огни, но Мэри не согласилась. Она объяснила, что некоторые дети вообще не видят огней, а некоторые взрослые видят. Кроме того, некоторые люди видят огни как полностью сформировавшиеся шары, а другие, как она, видят только их мерцание и затухание.
Шайен был глубоко заинтригован этой тайной. Мэри согласилась, отметив, что это очень необычное явление, и сравнила его с волшебством. Она напомнила Шайенну о его прежней идее создавать вещи с помощью света и о том, как она расстроилась, когда их отец отверг эту идею. Шайен, удивленный, что Мэри это запомнила, слушал, как она говорила, что, хотя у нее не очень хорошая память, она всегда помнит то, что было важно для него. Тронутый ее словами, Шайен чуть не расплакался. Мэри успокоила его, предложив вернуться домой. Шайен поблагодарил ее за все, что она для него сделала. Мэри улыбнулась, сказав, что сделала это не ради благодарности, а потому что хотела видеть его счастливым и здоровым. Когда она спросила, чувствует ли он себя лучше, Шайен с энтузиазмом ответил утвердительно. На следующее утро Мэри и Шайен быстро позавтракали, удивив родителей тем, как быстро они поели. Они выбежали на улицу с ведрами и направились к озеру. Было видно, что Шайен устал, и Мэри подразнила его, что он мало двигается и не гуляет на свежем воздухе. Слишком уставший, чтобы спорить, Шайен сосредоточился на их миссии. Мэри спросила, что они собираются делать дальше, и Шайен объяснил, что хочет исследовать светящиеся шары, чтобы узнать, откуда они берутся. Мэри предположила, что они могут просто исходить от самого озера, но Шайен возразил, что огни могут исходить и из чего-то внутри озера. Он настаивал, что нужно копать глубже, чтобы узнать правду. Мэри призналась, что не совсем понимает, но доверилась интуиции Чейни и была готова помочь ему разгадать тайну. Мэри, которой было любопытно, что они будут делать дальше, спросила Чейни, что им нужно сделать. Чейни объяснил свой план. У них было 3 ведра. Первое они наполнили водой, камнями и песком. Во второе налили воду с растениями, а в третье с рыбой. Мэри, хоть и не совсем понимала, зачем это нужно, согласилась выполнить его указание. Они быстро наполнили первые 2 ведра. Поймать рыбу для третьего оказалось сложнее. Чейни вдруг рассмеялся, пытаясь поймать рыбу, и Мэри это заметила. Она спросила, почему он смеется, и Чейни поделился с ней радостью, что она рядом, и поблагодарил за помощь. Мэри успокоила его, сказав, что она его старшая сестра и должна помогать ему. Она добавила шутливым тоном, что у нее есть свободное время, и она хочет помочь ему. Если магия существует, она хочет увидеть ее своими глазами. Шон пообещал, что если он когда-нибудь узнает, что магия реальна, она будет первой, кому он об этом расскажет. Наконец, Мэри удалось поймать рыбу, и они осторожно положили ее в ведро. Пока они смотрели, как рыба плавает в ведре, появилась подруга Мэри Роуз. Увидев Чейни, Роуз спросила, не его ли это младший брат. Мэри подтвердила это и представила Чейни Роуз. Чейни вежливо поздоровался с ней, а Роуз с гордостью представилась. Мэри закатила глаза, услышав, как Роуз хвастается, и сказала Чейни, чтобы он не обращал внимания на ее болтовню, ведь она обычная девчонка. Обиженная Роуз возразила Мэри и спросила, что они делают. Мэри объяснила, что они рыбачили, но Роуз продолжала расспрашивать, почему они выбрали именно это озеро. Мэри ответила, что Шайен знает причину. Когда Роуз спросила, связано ли это с огнями, Шайен подтвердила ее догадку. Роуз призналась, что тоже часто приходила на озеро, потому что ее привлекали эти огни. Когда Шайен спросил, знает ли она что-нибудь об этих огнях, Роуз ответила, что просто любит наблюдать за ними и ничего не знает об их происхождении. Когда солнце начало садиться, над озером снова появились огни, но они не появились из ведер, которые они приготовили. Шайен предположил, что огни исходят из чего-то в воде. Роуз сказала, что было бы сложно узнать, что живет в озере. Но Шайен, решив продолжить расследование, решил нырнуть. Мэри присоединилась к нему, желая помочь. В воде Шайен поймал один из огней, удивившись, какой он теплый на ощупь. Мэри последовала его примеру и тоже поймала один из огней. Однако, когда Шайен попытался нырнуть, чтобы найти источник огней, в темной воде озера ничего не было видно. Основываясь на своих наблюдениях, Шайен пришел к выводу, что огни должно быть связаны с каким-то живым существом, так как они перемещались. Когда Мэри спросила, как он может быть уверен, Шайен объяснил, почему огни двигаются. В конце концов, они вышли из воды, и Шайен поблагодарил Мэри за помощь. Мэри отмахнулась от его благодарности, напомнив, что помогать ему – это часть их семейных отношений. Вскоре Роуз удалось поймать еще одну рыбу, на этот раз самку, и он заметил, что это было непросто, потому что самки обычно держатся на глубине. Когда они положили самку в ведро рядом с самцом, в воде появились светящиеся шары. Шайен смотрел на это и вдруг понял правду. Светящиеся шары были связаны с брачным поведением рыб. Мэри, с присущим ей любопытством, спросила, что такое брачное поведение. Роуз объяснил, что так самцы выражают свои чувства самкам, чтобы создать семью. Мэри по-детски наивно заявила, что когда они вырастут, она выйдет замуж за Шайена. Но Шайен расстроился и твердо сказал, что братья и сестры не могут жениться друг на друге.
На следующий день Мэри расстроилась, когда мама отругала ее за то, что она сказала, что хочет выйти замуж за Шайенна. Она повернулась к нему, ища поддержки, и спросила, правда ли, что она сказала что-то не то. Она объяснила, что просто хочет всегда быть с ним. Шайен успокоил ее, сказав, что им не обязательно жениться, чтобы быть вместе. Они уже были семьей. Но Мэри забеспокоилась, что когда-нибудь они поженятся и разойдутся. Тогда Шайен пообещал ей, что никогда этого не сделает и всегда будет рядом с ней. Мэри сомневалась, что это возможно, но была тронута его настойчивостью. Шайен заверил ее, что сдержит обещание, потому что она очень важна для него, и крепко обнял ее. Мэри, потрясенная его словами, заплакала. В этот момент тело Шайена вдруг начало светиться. Он в изумлении воскликнул, что магическая энергия, исходящая от светящихся шаров, которые они держали в руках, каким-то образом передалась ему. Он объяснил, что их сильная связь и его искреннее обещание никогда не оставлять ее были настолько мощными, что вызвали эту магическую реакцию. Смущенная и не в силах справиться с ситуацией, Мэри убежала в расстроенных чувствах. Шайен задумался над этим необычным событием и пришел к глубокому выводу. В их мире еще не существовало магии, потому что никто не знал, как ее создать. Полной решимости Шайен поклялся, что в этом мире, где он родился заново, он сам создаст магию и воплотит ее в жизнь. История возвращается к прошлой жизни Шайенна, где он с нетерпением ждал своего 30-летия. За 10 секунд до того, как ему исполнилось 30, он был полон волнения. Веря в легенду, что мужчины, которые до 30 лет остаются девственниками, обретают способность творить магию. Когда обратный отсчет закончился, Шайен подпрыгнул от радости, заявив, что наконец-то сможет это проверить. Он попытался создать огненный шар, но у него ничего не вышло. Разочарованный, он попробовал другие магические жесты, но снова безуспешно. Охваченный отчаянием, он упал на землю, но тут же поднялся и взял в руки книгу о магии. Он произнес несколько заклинаний, надеясь обрести магические способности, но снова ничего не произошло. Потерпев неудачу, Шайен сел на пол, бормоча, что в этом мире нет магии, и что без нее жизнь скучна. Смирившись, Шайен решил лечь спать, ведь на следующий день ему нужно было работать. Но когда он уже собирался лечь, его сердце вдруг остановилось, и он упал на пол. За несколько мгновений до того, как он испустил последний вздох, воспоминания из его прошлой жизни нахлынули на него. Он вспомнил, как, будучи обычным человеком, стремился учиться и расти, но так и не почувствовал настоящего счастья. Единственное, что когда-либо приносило ему радость, это вера в возможность обретения магических сил. 30. Это казалось невозможным, но трепет от попытки заставил его вперед. С этими мыслями его сознание померкло только для того, чтобы пробудиться в новой жизни. Вернувшись в настоящее, Шайен вспомнил свой разговор с отцом, который привел его в уныние из-за отсутствия магии в этом мире. Решив больше не зацикливаться на магии, Шайен решил сосредоточиться на учебе и усердной работе. Тем не менее, в этой второй жизни его мечта, казалось, снова ускользала от него. До того момента, пока он не обнял свою сестру, и магическая энергия не появилась внутри него. Воодушевленный, Шайен снова попытался вызвать огненный шар, но ничего не произошло. Осознав, что ему нужно быть осторожным, он решил не предполагать, что магия существует в этом мире без дополнительных доказательств. В этот момент в комнату вошла Мэри. Шайен тепло поприветствовал ее, сказав: «Ты пришел как раз вовремя. Посиди со мной». Мэри объяснила, что пришла сказать ему, что ужин готов, и пригласила его поужинать с ней, но она согласилась задержаться на минутку. Когда она села, Сион начал пристально смотреть на нее, отчего Мэри почувствовала себя неловко. Шайен посмотрел на свою сестру и сказал: «Я люблю тебя», что смутило ее еще больше. В этот момент из него хлынула магическая энергия, как он и ожидал. Однако он пробормотал себе под нос, что если бы выражение своих эмоций было единственным способом высвободить эту энергию, то это было бы нелепым ограничением. Мэри, явно расстроенная, перебила его и обвинила в том, что он обращается с ней как с марионеткой, преследуя свои цели. Шайен пытался объяснить, но она не верила ему, обвиняя во лжи. Он настаивал, что говорит правду и что его чувства искренние, и от этого она снова покраснела. Шайен удивился ее реакции, и в конце концов Мэри простила его, но предупредила, чтобы он больше так не делал. Затем она спросила, не узнал ли он что-нибудь новое. Шайен объяснил, что магическая энергия высвобождается, когда он выражает свои эмоции, но он сомневался, что это единственный способ. Решив проверить другой метод, Шайен решил сосредоточиться на счастливых воспоминаниях, чтобы вызвать радостные чувства. Он закрыл глаза и подумал о том, что приносит ему счастье. Когда он это сделал, магическая энергия снова начала выходить из него. Они с Мэри были взволнованы этим открытием. Мэри воскликнула, что даже если он может только светиться, это все равно удивительно. Шайен молча согласился с ней, думая, что даже если он просто светится, он доказал себе, что в этом мире существует магия. Он описал высвобождение энергии, сравнив его с электрическим угрём, генерирующим ток. Его лицо озарилось глуповато-счастливой улыбкой,
Он был взволнован своим открытием. Мэри была очень рада за него и нежно погладила его по голове, выражая свою радость, что он впервые так счастлив. Шайен посмотрел на нее и сказал: «Я действительно очень счастлив». Шайен сел и начал обдумывать свое понимание магии. Он понял несколько важных моментов. Во-первых, выражение эмоций позволяет ему высвобождать магическую энергию, но поддерживать эти эмоции будет невероятно сложно. Во-вторых, он мог выполнить это действие ограниченное количество раз, потому что, когда его энергия заканчивалась, он полностью выматывался и больше ничего не мог сделать. В-третьих, и это самое важное, он понял, что полностью истощая свои магические резервы, он их увеличивает, и в следующий раз у него будет больше энергии. Наконец он понял, что люди, не обладающие магическими способностями, не видят светящуюся энергию и не чувствуют ее тепло, а те, у кого есть магический потенциал, могут ее чувствовать и распознавать. Несмотря на это, Шайен был разочарован, потому что он все еще не мог создавать светящиеся шары и не знал почему. Он предположил, что его магические резервы были слишком малы, и поэтому он не мог их создавать. Это открытие его расстроило, особенно когда он сравнил себя с рыбой, у которой, казалось, было больше магической энергии, чем у него, и она могла создавать светящиеся шары без усилий. Шайен задумался, пытаясь понять, как увеличить свою магическую силу. Он напрягся и почувствовал, что уперся в стену. Но он не сдавался. Он сказал себе: «Я уже зашел так далеко. Я не сдамся, пока не пойму, как использовать магию». Шайен вспомнил свой предыдущий эксперимент с рыбой и понял кое-что важное. Он решил применить это знание, выпустил свою магическую энергию и попытался полностью сосредоточить ее в руке. Но это оказалось гораздо сложнее, чем он думал. Пытаться одновременно думать о том, что вызывает эмоции, и направлять магию, все равно, что пытаться разделить свой разум на две части. Это было почти невозможно. После нескольких неудачных попыток Шайен понял свою ошибку. Он неправильно подходил к процессу. Применив новую стратегию, он сначала сосредоточился на том, чтобы направить магическую энергию, а затем в свою руку. На этот раз у него получилось, и на его лице появилась торжествующая глуповатая улыбка. Вдохновленный своей маленькой победой, он решил проверить, на что способна энергия, и ударил по стене светящейся рукой. К сожалению, результат был неутешительным. Рука лишь слабо засветилась, а удар причинил ему боль. Но Шайен был в восторге. Для него эта маленькая победа была важным шагом на пути к овладению магией. Его воодушевление придало ему решимости продолжать тренировки и эксперименты. Позже Шайен присоединился к своему отцу, сестре Мэри и их другу Роуз в саду, где они тренировались в фехтовании под руководством отца. Когда Шайена попросили поучаствовать, он отказался, объяснив, что не хочет ни с кем драться и не видит смысла учиться фехтованию. Отец терпеливо объяснил, что тренировки нужны не только для того, чтобы сражаться с людьми. Это важный навык для защиты от монстров, которые живут за пределами города. Роуз с энтузиазмом добавила, что хочет научиться фехтованию, чтобы защитить себя, и Мэри тоже загорелась этой идеей. Но Шайен был разочарован. Он понимал их мотивы, но ему хотелось бы вместо этого тренироваться в магии. Во время тренировки Шайен лежал на земле, совершенно обессиленный. Его отец наблюдал за ним со смесью разочарования и веселья, заметив, что не ожидал, что Шайен будет так плохо владеть мечом. Шайен, слишком уставший, чтобы спорить, согласился с ним. А Роуз тем временем хвалили за ее природный талант, что еще больше подчеркивало разницу между ее навыками и неумением Шайена. Обратив внимание на Мэри, отец Шайен спросил, насколько она улучшила свои навыки. Мэри с энтузиазмом приготовилась к спаррингу и вышла вперед. Она начала атаку быстро и энергично, удивив всех своей скоростью и точностью. В какой-то момент она попыталась сделать хитрый обманный маневр, но отец предугадал ее ход и отразил его, в итоге победив ее. Хотя Мэри была разочарована поражением, она с благодарностью приняла критику отца. Он похвалил ее решимость и навыки, дал совет, как ей стать еще лучше. Он заверил ее, что через несколько лет тренировок она станет настоящим профессионалом. Шайен и Роуз с восхищением наблюдали за ней, впечатленные успехами Мэри и ее упорством в тренировках. Позже Шайен продолжил свои занятия магией, сосредоточившись на том, чтобы направить всю свою магическую энергию в руку. Несмотря на все усилия, у него снова ничего не получилось, и он разозлился. Размышляя о своих успехах, он понял, что хотя он и добился значительных результатов, изначально он мог выпускать энергию только 2 раза в день, а теперь уже до 20 раз. Но он достиг своего предела. Понимая, что для дальнейшего прогресса нужно усовершенствовать технику, Шайен решил найти лучший подход. Пока отец Шайен был погружен в свои мысли, он подошел к нему и сказал, что собирается в город Астория, чтобы купить у кузнеца кое-какие вещи.
Он пригласил Шайен с собой, и тот с радостью согласился, желая сменить обстановку. Историю описывали как город средних размеров в их регионе, где можно было найти новые возможности и впечатления. Приехав в историю, отец Шайен объяснил, зачем они приехали – купить у местного кузнеца кое-какие вещи. Он предупредил Шайен, чтобы тот не уходил далеко, и предупредил, что в незнакомом городе можно заблудиться. Шайен, взволнованный шумными улицами и яркой атмосферой, почувствовал укол разочарования. Он надеялся, что поездка даст ему возможность изучить магические знания, но сейчас он сосредоточился на том, чтобы сопровождать своего отца и помогать ему в выполнении их поручений. Передвигаясь по городу, они начали приобретать необходимые предметы. Пока их отец разговаривал с продавцом, Шайен и Мэри ждали снаружи. Мэри внезапно издала странный смешок, застав Шайен врасплох. Когда он спросил ее об этом, Мэри отмахнулась, пожав плечами, утверждая, что она всегда так смеялась. Шайен, все еще озадаченная, решила не настаивать дальше. Вскоре после этого вернулся их отец и объявил, что пришло время навестить кузнеца. В кузнице их тепло встретил кузнец, старый друг отца Шайен. Кузнец сразу догадался о цели их визита, отметив, что отец Шайен должен быть там, чтобы забрать свой заказ. Когда это подтвердилось, кузнец с гордостью сообщил, что он изготовил высококачественный меч специально для Мэри. Ошеломленная этим открытием, Мэри недоверчиво уставилась на кузнеца. Представившись Шайен и Мэри, кузнец был поражен их вежливостью. Он в шутку заметил их отцу: «Эти дети так хорошо воспитаны, что я сомневаюсь, что они действительно твои». Отец Шайен рассмеялся и притворился, что угрожает ему, что заставило кузнеца усмехнуться, когда он увернулся и пошел за мечом Мэри. Когда кузнец вернулся, он вручил меч Мэри, объяснив, что он спроектировал его таким, чтобы он был короче и легче, гарантируя, что он идеально подходит для нее. Глаза Мэри загорелись благоговением и волнением, когда она восхищалась оружием, восхищаясь его мастерством. Ее радость была очевидна, но когда они собрались уходить, на ее лице промелькнула тень печали. Повернувшись к Шайену, она сказала: «Я единственная, кто получил подарок, а ты нет. Мне от этого не по себе». Шайен мягко улыбнулся и успокоил ее, объяснив, что меч был подарком и для него тоже, и что ему не нужен меч. Но Мэри все равно расстроилась. «Тебе тоже должны были что-нибудь подарить. Будь немного эгоистичнее». Шайен снова улыбнулся и ответил: «Я и так эгоист. Я прошу тебя о помощи во многих вещах». Его ответ, казалось, успокоил Мэри, и они продолжили идти вместе. Пока они гуляли по шумным улицам Астории, внимание Шайена привлек мальчик, стоявший неподалеку с клеткой, в которой была фея. Заинтригованный, он указал на нее отцу. Но выражение лица отца тут же помрачнело, и он строго-настрого запретил Шайену приближаться к этому месту и вообще вмешиваться во что-либо, связанное с этим. Поняв, что расстроил отца, Шайен быстро извинился, объяснив, что ему просто было любопытно. Но, несмотря на предупреждение отца, Шайен не мог забыть то, что увидел. Он был уверен. Это было место, где продавали фей. На следующий день мужчина шел по лесу под проливным дождем. Он бормотал себе под нос, что нужно поскорее вернуться домой, пока дрова не промокли и не испортились. Вдруг к нему подбежал испуганный мальчик и упал на землю. Задыхаясь, мальчик сказал: «Они всех забрали. Я должен сообщить королю». Мужчина встревоженно спросил, кто на них напал. Мальчик дрожащим голосом ответил: «Тролли. Они всех забрали». Услышав это, мужчина испугался. А Шайен и Мэри тем временем продолжали тренироваться. Шайен учился управлять своей магической энергией. Мэри была рада видеть, что он достиг нового личного рекорда. Шайен поблагодарил Мэри, сказав, что это благодаря ей он смог добиться такого прогресса. Но Мэри заметила, что он не выглядит счастливым, и спросила, почему. Шайен успокоил ее, сказав, что он очень рад, потому что теперь может контролировать свою магию лучше, чем раньше. Но он не стал акцентировать внимание на этом достижении, сказав, что все, что он может делать, это создавать свет. Мэри подбодрила его, сказав, что свет, который он излучает, стал теплее, чем раньше. В шутку она назвала его магию просто светом и ничего больше, и Шайен рассмеялся. Шайен сказал, что хочет попробовать что-то более захватывающее, например, создавать огненные шары или использовать молнии. Он предположил, что сможет добиться этого, если лучше поймет, как эмоции связаны с магией. Его мысли вернулись к фее, которую он видел накануне, и он задумался, как феи, похоже, связаны с природными явлениями. Он понял, почему его родители не одобряли общение с ними. Но прежде чем он успел подумать об этом дальше, Мэри прервала его, раздраженная тем, что он ее игнорирует. Она выглядела расстроенной, и Шайен быстро переключил свое внимание на нее. Вдруг внизу послышался шум. Шайен и Мэри спустились вниз и увидели, что несколько человек разговаривают с их отцом. Они просили оружие для всех. Шайену стало любопытно, и он спросил отца, что случилось. Отец подтвердил, что появились тролли. Шайен был в восторге от этой идеи, видя в этом возможность изучить троллей и, возможно, узнать что-то, что поможет ему развить свои магические способности. Но напряженная атмосфера быстро напомнила ему об опасности. Он начал понимать, что тролли — грозные и опасные враги в этом мире.
Отец Шаенна приказал горожанам собрать всех стариков, женщин и детей в его доме, оставив только тех, кто мог сражаться. Мэри пыталась успокоить Шаенна, но ее дрожащие руки выдавали ее страх. Она поклялась защищать его, если что-то случится. Отец Шаенна и группа воинов готовились к битве, пытаясь успокоить свои семьи. Он заверил всех, что появились только 2 тролля, и что они быстро с ними разберутся. Шаен хотел поговорить с отцом перед его уходом, но отец сказал, что у него нет времени на долгие разговоры. Шаен настаивал, пообещав, что разговор будет коротким, и спросил, есть ли у троллей разум и достаточно ли у них физической силы, чтобы добраться до 2-го этажа их дома. Отец ответил, что тролли глупые и не смогут этого сделать. Шаен предложил всем спрятаться на 2-м этаже, где они будут в безопасности, если тролли придут. Отец согласился и велел им немедленно выполнить предложение Шаенна. Жители деревни собрались на 2-м этаже вместе с семьей Шаенна. Шаен с тревогой гадал, сколько времени прошло с тех пор, как его отец и воины ушли сражаться с троллями. Снаружи бушевала буря, и напряженная атмосфера только усиливалась. Внезапно один из троллей добрался до дома Шаенна. Он заглянул в пустой подвал, но никого не нашел. Разочарованный, тролль начал выламывать входную дверь, и звук эхом разнесся по дому. Шаен и жители деревни замерли от страха. Через несколько мгновений шум прекратился, и они надеялись, что тролль ушел. Но затем раздался звук разбитого окна, разбив их надежды. Тролль нашел другой вход. Мэри дрожащим голосом прошептала Шаенну, спрашивая, сможет ли тролль добраться до них. Шаен велел ей молчать, предупредив, что любой шум может привлечь тролля. Тролль начал подниматься на 2-й этаж, остановившись у двери в комнату, где они прятались. Все затаили дыхание от страха. Когда тролль не услышал никаких звуков, он ушел, и они вздохнули с облегчением. Но вдруг раздался удар молнии, и жители деревни закричали от страха. Тролль услышал шум и повернулся к комнате, с силой ударяя в дверь, пока она не поддалась. Тролль вошел в комнату, нависая над ними и угрожая. Все замерли от ужаса, а Шаен подумал, как глупо было желать изучать такое опасное существо. Мать Шаенна инстинктивно встала перед детьми, защищая их. Тролль издал странный издевательский смешок. Шаен понял, что тролль не совсем безмозглый. Он, казалось, понимал свое превосходство и силу. Охваченная страхом, мать Шаенна упала на пол. Мэри, отчаянно пытаясь защитить свою семью, схватила меч и встала перед троллем. Она напомнила Шаенну, что обещала защищать его. Но тролль легко отразил ее атаку, отбросив меч в сторону и повалив ее на пол. Затем тролль приготовился убить Мэри, но мать, собрав последние силы, заслонила ее своим телом, приняв удар на себя. Но даже после этого тролль не остановился. Он подошел ближе, собираясь прикончить Мэри и ее мать. Шаен упал на землю, парализованный отчаянием, обвиняя себя в том, что не смог защитить свою семью, людей, которых любил больше всего. Но когда тролль навис над ними, Шаен не сдался. Движимый отчаянием, он бросился вперед и схватил тролля за руку. Он подумал про себя, этого недостаточно, но потом я заметил кое-что невероятное. Тело тролля излучало магическую энергию, похожую на мою. Пока жители деревни в шоке наблюдали за происходящим, только Мэри и Роуз видели магическую энергию, исходящую от Шаенна. Шаен собрал всю свою энергию в кулак и вцепился в тролля со всей силой, на которую был способен. Сначала тролль рассмеялся, не обращая внимания на его усилия, но когда магическая сила Шаенна усилилась, рука тролля начала гореть. От жгучей боли тролль закричал и отшвырнул Шаенна в другой конец комнаты, а затем рухнул на землю. Но Шаен не сдавался. Он вскочил на спину тролля и крикнул «Гори!». Собрав всю свою магическую энергию в кулак, он прижал его к голове тролля. Тролль издал оглушительный вопль, когда его тело охватило пламя. В последнем отчаянном рывке Шион сумел убить тролля, сжег его дотла. Когда тролль безжизненно упал на землю, Шаен поднялся, не в силах до конца осознать, что произошло. Жители деревни смотрели на него в потрясенном молчании. Чувствуя неловкость, Шаен спросил, «Почему вы все смотрите на меня так, будто это я чудовище?» Роуз шагнула вперед, успокаивая его. «Мы выжили благодаря тебе». Ее слова успокоили Шаенна, но облегчение было недолгим, когда они заметили, что его мать корчится от боли. Мэри попыталась подойти к матери, но Шаен и Роуз остановили ее, понимая серьезность ситуации. Шаен осмотрел мать и увидел, что она бледна и у нее сильное кровотечение. Он решил, что сейчас самое главное – остановить кровотечение. Осторожно он велел жителям деревни перенести мать на кровать. Уложив ее на землю, Шаен срочно спросил, есть ли у кого-нибудь из жителей деревни опыт работы в медицине, но никто не ответил. Быстро сообразив, он решил сам зашить рану. Он снова спросил, умеет ли кто-нибудь шить, и одна женщина подняла руку. Шаен попросил ее о помощи, а затем велел остальным принести принадлежности для шитья из комнаты его матери, а также спирт и чистую ткань.
Он умолял их поторопиться, подчеркивая нехватку времени. Когда жители деревни бросились собирать необходимые вещи, к Шаенну подошел маленький ребенок, взял его за руку и сказал «Спасибо, что спас нас». Шаен коротко кивнул в знак признательности, но продолжал смотреть на свою мать. Как только принесли материалы, Шаен и женщина, которая умела шить, сели рядом с его матерью. Дрожащими руками он разрезал ткань вокруг раны, обнажив ее. Он был глубоко обеспокоен возможностью того, что когти тролля могут быть ядовитыми. Несмотря на свой страх, Шаен сказал себе, что его действия были их единственной надеждой на спасение. Шаен повернулся к швее и сказал: «Давай начнем прямо сейчас». Женщина в замешательстве спросила, что ей нужно сделать. Шаен сказала ей, что им нужно зашить рану, и это ошеломило ее. Осознав, что зашивание раны не является обычной практикой в этом мире, Шаен объяснила: «Если мы не зашьем рану, она останется открытой, и моя мать может умереть. Нам нужно зашить рану, чтобы остановить кровотечение». Успокоил он ее: «Не волнуйся, просто следуй моим инструкциям». Женщина колебалась, явно испытывая неловкость, и призналась, что не могла заставить себя причинить еще большую боль матери Шаен. Шаен твердо ответила: «У тебя есть два варианта. Сделай ей еще немного больно и спаси ее жизнь, или оставь ее в таком состоянии, и она умрет». Женщина все еще сомневалась, но Шаен опустился перед ней на колени и стал умолять: «Пожалуйста, спасите мою маму». Тронутая его отчаянием, женщина согласилась. Следуя указаниям Шаенна, они тщательно промыли рану и начали зашивать ее. Несмотря на сложность, они успешно справились с задачей. После этого состояние матери Шаенна, казалось, стабилизировалось. Шаен поблагодарил женщину, а та скромно ответила: «Я сделала все, как вы сказали». Затем она спросила, поправится ли его мать. Шаен ответил, что им нужно будет понаблюдать за ней какое-то время, чтобы убедиться. Мэри, потрясенная всем произошедшим, крепко обняла Шаенна. В этот момент в деревню вернулись отец и воины. Они успешно победили троллей, но обнаружили, что неподалеку есть еще тролли. Некоторые жители деревни получили ранения во время битвы, но, к счастью, никто не погиб. Убедившись в безопасности деревни, группа вернулась домой. На следующий день пришел врач и осмотрел мать Шаенна. Он подтвердил, что ее раны были серьезными, но не затронули кости или жизненно важные органы. Он похвалил работу по наложению швов, сказав, что она была сделана очень хорошо, и спросил, кто обладает такими медицинскими знаниями. Отец Шаенна колебался, но в конце концов сказал, что кто-то в деревне, должно быть, помог. Позже мать Шаенна пришла в себя и поблагодарила врача. После ухода врача Мэри подошла к матери и извинилась за случившееся, обвиняя себя в произошедшем. Мать Мэри нежно взяла ее за руку и успокоила: «Это не твоя вина. Ты была храброй и пыталась защитить всех. Ты должна гордиться собой». Отец Шаенна, который все это время молча наблюдал, наконец заговорил с Шаенном. Со смесью любопытства и удивления он сказал: «Жители деревни рассказали мне все. Как тебе удалось все это сделать? Где ты научился медицине?» — спросил Шаен, тщательно подбирая слова, понимая, что не может рассказать отцу всю правду. Вместо этого он ответил: «Я не знаю, как это произошло и откуда взялись эти знания». Отец, все еще недоумевая, спросил: «А как тебе удалось победить тролля? А как же ожоги на его теле?» Шаен молчал, не зная, что ответить. Тогда отец спросил напрямую: «Это было волшебство?» Шаен был потрясен и спросил: «Как ты догадался?» Отец объяснил: «Ты гораздо рассудительнее, чем большинство детей твоего возраста, Шаен. Однажды ты сказал что-то необычное. О магии. Это меня заинтересовало». Шаен замялся, а потом сказал: «Если я расскажу тебе правду, ты поверишь мне?» Отец ответил: «Не знаю, но я хочу верить своим детям». В этот момент Мэри взволнованно вмешалась. «Отец, Шаен удивительный. Он изучает магию». Это откровение поразило их отца, который воскликнул: «Изучает. Ты ведешь себя как взрослый. Не говори никому об этом, Шаен. Если ты это сделаешь, тебе может грозить опасность». Шаен спросил: «Ты говоришь, что люди, которые отличаются от других, подвергаются гонениям?» Отец подтвердил это и попросил его прекратить исследования в области магии, настаивая на том, что магия слишком опасна. Шаен был поражен словами отца, чувствуя себя растерянным и подавленным. Мэри встала на защиту Шаенна. «Ты не понимаешь, сколько усилий он вложил в это. Кроме того, благодаря ему мы с жителями деревни в безопасности». Отец признал это, но остался при своем мнении. «Я знаю, что он спас жизни», — сказал он, «но я не могу позволить ему продолжать заниматься чем-то опасным». Мэри горячо возразила: «Ты даже не знаешь, опасна магия или нет». Его отец, рассердившись, резко ответил: «Если это опасно, мы узнаем об этом, только когда будет слишком поздно». Сила, способная убить троллей, разве она может быть безопасной? Шаен подумал о том, сколько усилий он вложил в свои исследования, и заявил: «Я продолжу изучать магию». Его отец, разозлившись, спросил: «Почему ты не понимаешь, что я говорю?» Шаен спокойно ответил: «Я понимаю тебя, отец. Я понимаю твои опасения и чувства. Но если я прекращу свои исследования, я буду несчастен. Тебе эта сила может казаться опасной, но для меня она олицетворяет мои мечты». Его отец попытался его переубедить: «Ты еще молод. Когда ты повзрослеешь, твое мнение изменится».
Чиен твердо ответил, этого никогда не будет. Его отец на мгновение потерял дар речи от его уверенности. «Если то, что я делаю, опасно и вредит тебе, ты можешь отречься от меня». Мэри, расстроенная разговором, молча слушала. Отец Чиенна спросил, «Ты действительно хочешь продолжать эти исследования?» Чиен без колебаний ответил «да». Его отец продолжал настаивать, «Даже если все отвернутся от тебя и никто не захочет тебя видеть». Чиен твердо ответил, «Да, я продолжу». После долгой паузы отец наконец сдался. «Хорошо, тогда продолжай. Продолжай свои исследования. Но с этого момента ты должен регулярно отчитываться передо мной о своих открытиях. Если я узнаю, что ты занимаешься чем-то опасным, я немедленно тебя остановлю». Чиен удивленно спросил, «Это все? Ты действительно позволишь мне делать то, что я хочу?» Его отец вздохнул и ответил, «Что еще я могу сделать, если мой сын так решительно настроен?» «Иди, Чиен». Тронутый словами отца, Чиен заплакал. Отец положил руку ему на плечо и сказал, «Держи голову высоко. Ты нашел свою мечту и решил следовать за ней. Что бы ни случилось, продолжай идти к своей цели. Я буду поддерживать тебя, потому что это мой отцовский долг». Мэри, обрадованная таким решением, воскликнула, «Это потрясающе, Шайон. Поздравляю». После этого мы видим, как отец Шайена разжигает костер и спрашивает брата Шайена, «Достаточно ли этого?» На что тот отвечает, «Да, это идеально». Его сестра удивляется и спрашивает, «Что ты делаешь?» Шайон говорит ей, что хочет попробовать кое-что с помощью магии. Затем Шайен собирает магическую энергию в руке, подходит к костру, и огонь становится синим и собирается в его руке. Отец Шайена, испугавшись, что сын может пострадать, выливает на него воду и говорит, «То, что ты делаешь, очень опасно». Мэри подходит к брату, но тот говорит ей, «Не волнуйся. Со мной все в порядке. Я понял, что магическая энергия сливается с природной. Как ты видела, когда я соединил магическую энергию с огнем, он стал синим и подчинился моей энергии. Это значит, что магическая энергия влияет на все явления». Отец Шайена отвечает, «Я не вижу магии, о которой ты говоришь, но я видел, что произошло, и мне ничего не остается, кроме как поверить тебе». Мэри чувствует себя немного ревниво и говорит, «Кажется, вы двое теперь понимаете друг друга, а я ничего не понимаю». Шайен пытается успокоить ее. «Есть много других вещей, в которых ты хороша, и я узнала о магической энергии благодаря тебе». Мэри рада это слышать. После этого Шайен представляет, как запускает огненный шар, и глупо смеется. Отец Шайена озадачен, но Мэри объясняет, что Шайен так себя ведет, когда узнает что-то новое о магии. Затем Сиань начинает постоянно экспериментировать, чтобы открыть что-то новое, а его отец помогает ему и стоит рядом, чтобы погасить его в случае необходимости. Отец Сианя очень поддерживает его и помогает ему во всем, что ему нужно. Сиань продолжает стараться, пока не устанет, и тогда его отец предлагает, «Давай сделаем перерыв». Затем отец Сианя идет за теплым питьем, чтобы помочь ему прийти в себя. Сион благодарит его и начинает вытираться. Затем появляется Роза и спрашивает его, «Это еще один магический эксперимент?» Он отвечает «да» и объясняет ей ситуацию, что ее удивляет. Он говорит ей, что покажет ей позже, потому что его отец запрещает ему использовать магию без его присутствия. Роуз удивлена, что Шайен рассказала об этом его отцу, но он объясняет, что его отец очень поддерживает его и заинтересован в этом больше, чем он сам. Роуз говорит, что твой отец очень поддерживает его. Затем Сион благодарит Роуз за то, что она сделала для него в тот день. Она спрашивает, что ты имеешь в виду? Он отвечает, в тот день, когда я убил Гуля, ты был добр ко мне, и это сделало меня очень счастливым и утешило. Роза отвечает, это я должен быть тем, кто благодарит тебя. Теперь мы в безопасности благодаря тебе. Затем она спрашивает о Мэри, которая, кажется, тренируется усерднее. Роуз замечает, что, по-моему, это из-за того, что произошло 2 дня назад. Она чувствует себя ответственной. Отвечает Шион, я знаю, но я думаю, что с ней все будет в порядке, и она справится с этим. Роуз говорит ему, что тебе нужно всегда поддерживать ее. Она рассчитывает на тебя. Мэри тем временем вспоминает о том, что произошло, и глубоко переживает, что заставляет ее тренироваться еще усерднее. Сион начинает объяснять то, что он узнал о магической энергии. Во-первых, чем больше магической энергии собрано, тем больше пламя. Во-вторых, они экспериментировали с другими источниками тепла, и если температура была высокой, то его рука тоже начинала гореть. В-третьих, если он прикасался к огню, когда его тело было заряжено обычной магической энергией, то его рука загоралась обычным пламенем, а не синим. В-четвертых, если его руки были чем-то прикрыты, он все равно мог создавать пламя, не обжигаясь. Затем он говорит, что энергия, которой он сейчас обладает, опасна и пока не имеет практического применения. Его отец говорит ему, что это интересный эксперимент, но управлять стихией огня будет очень сложно. Шион отвечает, что сможет управлять ею, если ему удастся собрать магическую энергию немного в стороне от руки. Мэри добавляет, что она тоже может это делать. И это шокирует Шиона. Когда Шион видит это, он говорит им, что вы двое гении. Шион пытается собрать магическую энергию в стороне от руки, а Мэри и Роза помогают ему и направляют. В конце концов, Шион справляется с задачей, собирая магическую энергию и выпуская ее из руки. Он очень счастлив, но его отец все еще ничего не видит. Позже Ксиан выходит на улицу, чтобы попробовать что-то с зажигалкой в руке. Его отец спрашивает, разве ему не нужно зажечь огонь? Ксиан отвечает, что нет, и собирает магическую энергию в руке, направляя ее через зажигалку, чтобы создать огненный шар. Это всех восхищает. Чейен думает про себя, что это все еще эксперимент, но магия, о которой я мечтал в прошлой жизни, теперь стала реальностью. Чейен глупо смеется, обнаружив что-то новое, и все поздравляют его с достижением.
Затем Ксиан говорит, что назвал эту энергию пламенем, и упоминает, что пока не может использовать ее для атак. Затем мы видим, как Сянь вместе с отцом собирает урожай, говоря, что прошел месяц с тех пор, как в последний раз нападали гули. Позже мы видим, как Сянь тренируется, выглядит изможденным и говорит, что хочет тренироваться больше, чтобы увеличить свою энергию. Потому что каждый раз, когда он использует новое заклинание, это быстро истощает его силы. Затем Сянь замечает, что его сестра Мэри усердно тренируется, и у нее на руках видны мозоли от интенсивных тренировок. Отец говорит ей, что хватит, тебе нужно отдохнуть. Но она отвечает, что ты сам сказал мне, папа, что чем больше я буду тренироваться, тем сильнее стану. Он отвечает, что даже если это правда, есть предел, который нельзя превышать. Сянь говорит ей, что нужно остановиться и отдохнуть. Но она игнорирует его и продолжает тренироваться, и Сянь кричит на нее. Это расстраивает ее, и она уходит. Отец Сяня говорит ему, чтобы он не волновался. Она просто немного перенервничала и чувствует ответственность. С ней все будет в порядке. Сянь очень переживает за сестру. После этого Сянь сидел с отцом и спрашивал его об электричестве. Но отец никогда раньше о нем не слышал. Он спросил, что это такое. Сянь ответил, что это что-то вроде молнии, и спросил, есть ли что-то похожее на животных или растения, которые могли бы производить что-то подобное. Сянь подумал, что его эксперименты с огненной магией зашли в тупик и решил пойти другим путем. Он хотел использовать молнии, потому что верил, что сможет управлять ими так же, как научился управлять огнем. Но отец сказал ему, что нет, ничего подобного нет. Это расстроило Чейни. Но затем отец сказал, что если ты говоришь о молнии, то кто-то упоминал, что видел что-то похожее на молнию. Он добавил, что этот человек был его другом Грастом, и предложил Сиану отправиться в город Астерию. Сиан предложил Мэри пойти с ними, но она отказалась, сказав, что останется здесь, у нее есть дела. Шайен был в шоке, а Мэри проводила его до двери, сказав «желаю хорошо повеселиться», и закрыла дверь прямо у него перед носом. Казалось, что Мэри все еще было больно после полученных травм. После этого Сиан и его отец отправились к Грасту, который сказал им, что да, есть такая вещь, как молниевая руда. Отец Сиана спросил, как ее можно добыть, и Граст ответил, что это очень сложно. Отец Сиана спросил, почему? Это редкий материал? Нет, но он очень тяжелый и опасный. Он излучает странную энергию, из-за которой его трудно перевозить. Сиан подумал, если молниевая руда — это металл, который может излучать электрическую энергию, как мы теперь ее будем перевозить? Затем Сиан спросил, есть ли деревья, которые дают липкую белую жидкость? Граст ответил, что нет. Он никогда раньше о таком не слышал. Сиан подумал, значит, каучуковых деревьев еще нет. Другим изолятором для электричества является стекло. Но я сомневаюсь, что стекло будет достаточно прочным. Тогда Сиан спросил Граста, есть ли у него горный хрусталь, который они считали разновидностью минерала. Сиан попытался описать его, чтобы Граст понял, о чем речь. Граст сказал, ты имеешь в виду бумажный хрусталь? Да, у меня есть немного... Подожди, я сохранил его, потому что он выглядел красиво и необычно. Граст достал бумажный хрусталь, и когда Шайен взял его в руки, он подумал, бумажный хрусталь используется для изготовления изоляторов. Так что я могу использовать его для создания изолятора для молниевой руды. Но я не знаю, как его изменить. Трава был озадачен и сказал, я не понимаю, как думают дети. Отец Сиана ответил, я думаю, что Сиан не думает как ребенок. Затем Сиан спросил у травы, есть ли у него кристалл побольше. Трава ответил, ты можешь получить то, что тебе нужно, если пойдешь в торговый район и опишешь, что тебе нужно. Он добавил, за 4 сферы ты можешь получить кристалл побольше. Сиан подумал, по такой цене семья могла бы позволить себе очень роскошную еду. Но его отец сказал, давай сейчас сходим в торговый район. Сиан удивился и спросил, ты собираешься купить его для меня, папа? Его отец ответил, конечно, тебе это нужно. Сиан сказал, но это дорого, папа. Его отец ответил, дети не должны беспокоиться о ценах. Раньше ты никогда ничего у меня не просил. Если тебе что-то нужно, проси без колебаний. Если я смогу это купить, я куплю. Если не смогу, я скажу тебе. Сиан обрадовался, и им удалось добыть молниеносную руду. Затем Сиан начал экспериментировать и сказал, если все пойдет так, как я ожидаю, произойдет вот что. Мама Сиана была рада видеть, что ее сын использует магию. Сиан собрал магическую энергию и направил ее на молниеносную руду. Казалось, что между двумя силами произошло столкновение и произошел взрыв. Отец Сиана подумал, что у Сиана ничего не получилось, и сказал ему «не расстраивайся». Я много раз терпел неудачу, прежде чем научился магии огня. Но тут Сиан засмеялся своим глупым смехом, и, похоже, он что-то обнаружил. Мама Сиана была счастлива, потому что ее сын был счастлив, но его отец не понимал, что произошло. Сиан прыгал от радости и начал объяснять. Когда я использовал магию на молниеносной руде, мои руки не загорелись. Это значит, что моя магическая энергия обладает другими свойствами, помимо воспламенения. Это значит, что теперь я могу использовать магию так, как я себе это представлял. Позже Ксион сидел в своей комнате и был расстроен, потому что думал о том, как использовать магию для преобразования электрической энергии в ту, которую он мог бы высвободить. Он задумался и сказал, что хочет использовать магическую энергию более свободно. Он чувствовал, что где-то допустил ошибку. Потом он подумал еще и понял, в чем дело. Ему не обязательно было выпускать магическую энергию в виде шара. Он попробовал представить ее в другой форме, и это сработало. Магическая энергия появилась, как он и представлял. Ксион был в восторге от своего нового открытия и пошел рассказать об этом сестре. Но он не нашел ее в комнате. Он заметил, что она сняла бинты, и это его обеспокоило. Ксион пошел искать сестру к реке и нашел ее там. Она тренировалась изо всех сил. В результате ее тренировочная палка сломалась. Мэри была потрясена, увидев брата, и спросила, что он здесь делает. Ксион ответил, что хочет извиниться перед ней, потому что она всегда его поддерживала. «Но когда я был тебе нужен, меня не было рядом». Мэри сказала, что она не обижается. Она просто завидовала, потому что всегда так усердно тренировалась, чтобы защитить его.
Но когда настал момент, она ничего не смогла сделать, и ты спас нас. Я рада, что выжила. Но я еще и злюсь на себя за то, что не смогла помочь тебе. Ксион спросил, поэтому ты теперь злишься и ненавидишь меня? Мэри ответила, что, конечно, нет. Ты мой младший брат. Я люблю тебя и всегда буду любить. Я просто не могу простить себя за то, что был слабым. И я ревную, потому что ты стала сильной и превзошла меня. Поэтому я и стараюсь стать сильнее и храбрее. Она сказала, так вот почему ты так усердно тренируешься? Мэри ответила, да, потому что каждый раз, когда я смотрю на твое лицо, я вспоминаю, что случилось в тот день. Мэри плакала и была очень расстроена. Она подошла к нему и обняла, сказав, я не понимала, что у тебя были такие чувства. Меня не было рядом с тобой, и я не поддержала тебя. Прости меня, сестра. Мэри сказала, я тоже прошу прощения за то, что была с тобой резко. Шион ответил, не волнуйся. Если что-то случится, приходи ко мне без колебаний. Я поддержу тебя всем, что у меня есть. Роуз стояла рядом, удивляясь тому, как сильно Мэри прижималась к своему брату. Сиан подумал, что так было с тех пор, как они открылись друг другу. С того дня Мэри, казалось, не могла держаться от него на расстоянии. В конце концов, она повернулась к нему и мягко сказала, «Мэри, мне нужно, чтобы ты немного отошла». «Почему?» Она спросила, и выражение ее лица изменилось. «Мне нужно пространство, чтобы проверить свою магию», — объяснил он. Мэри, немного обидевшись, спросила, «Я тебя сдерживаю?» Сиан быстро успокоил ее. «Нет, но будет немного проще, если ты отойдешь в сторону». Мэри неохотно отошла, хотя было видно, что она недовольна. Получив необходимое пространство, Сиан начал свой эксперимент. Он обнаружил, что может направлять свою магическую энергию в любую форму, какую пожелает. Однако он быстро понял, что это не значит, что его магическая сила увеличилась. На самом деле, когда энергия расширилась, она стала менее плотной и тонкой, утратив способность взаимодействовать с внешними факторами. Учитывая это, Сиан решил сжать энергию, сделав ее меньше и концентрирование. Он попробовал новый метод, поджег сжатую энергию искрой и смог высвободить мощный магический импульс. И отец, и Мэри были поражены внезапным всплеском силы. Шион признался, что результат превзошел его ожидания. Он назвал это заклинание «Вспышка» и понял, что оно значительно улучшило его магические способности. Вдохновленный успехом, Шайен попытался взаимодействовать с камнем молнии, но результат его разочаровал. Выработанная им магическая энергия была слишком слабой, чтобы вступить в реакцию с камнем, и он расстроился. Несмотря на неудачу, Сиан был рад, что научился высвобождать магическую энергию и управлять ее плотностью. Решив двигаться дальше, Сиан собрал большое количество магической энергии и направил ее на камень молнии. Когда энергия ударила в камень, произошел внезапный взрыв, и Сиан упал на землю. Мэри подбежала к нему, волнуясь. Но Сиан успокоил ее, сказав, что с ним все в порядке. Мэри, все еще потрясенная, заметила. Я думала, молния ударит в другую сторону, но она отскочила обратно к тебе. Сиан объяснил. Неудивительно, что молния притянулась к источнику энергии. Он чувствовал, что стоит на пороге открытия чего-то нового, но пока не мог понять, что именно. Он чувствовал, что магия обладает безграничным потенциалом, но его понимание было неполным. Он понимал, что ему не хватает изобретательности и креативности, чтобы развить свои способности дальше. Поразмыслив, Сянь подумал, что, возможно, все шло так гладко до сих пор, потому что он поверил в иллюзию, что этот мир привел его сюда, чтобы он творил магию. В этот момент пришел отец Сяня в сопровождении своего друга Грасса. Они сели за стол, но Сянь заметил, что Грасс выглядит необычно взволнованным и мрачным. Отец Сяня повернулся к нему и спросил, «Ты помнишь, как добывал молниеносную руду?» «Да», — ответил Сянь. Его отец кивнул и указал на Грасса, сказав, «Этот дурак использовал твой метод добычи молниеносной руды, которую невозможно было добыть». Грасс использовал метод, которому научился у Шайенна, и решил превратить это в прибыльный бизнес. Чувствуя вину, Грасс извинился перед Шайенном, сказав, «Я хотел заработать на контрабанде молниеносной руды, не посоветовавшись с тобой, хотя это была твоя идея». Но Шайен спокойно ответил, «Я не думаю, что в этом есть проблема». Грасс удивился ответу Шайенна и сказал, «Но я использовал твою идею для своей выгоды без твоего разрешения». Шайен успокоил его, «Для меня это не имеет значения». В этот момент вмешался отец Сяня, но это не единственная проблема. Он объяснил, что когда они пришли на склад Грасса, то обнаружили, что молниеносные камни бесконтрольно выделяют большое количество энергии, и их невозможно хранить. Грасс добавил, камни стали такими, потому что они не подходят для разрядки энергии или освещения. Некоторые люди купили их, но вскоре они никому не понадобились. Теперь все так, как вы видите. Отец Сяня был явно расстроен и не знал, что делать дальше. Грасс повернулся к Шайену и взмолился, «Ты можешь найти способ продать эти камни? И еще, ты можешь решить проблему с разрядкой энергии?» Люди, которые купили камни молнии, начали жаловаться на искры и небольшие взрывы. Если я не исправлю это в течение 3 дней, мне придется вернуть всем деньги, и я обанкрочусь. Я не смогу продолжать свой бизнес или даже содержать этот склад. Грасс с надеждой добавил, ты гений, Шайен. Ты всегда находишь решение. Отец Сяна выглядел расстроенным за своего друга, а Сян на мгновение замолчал. Грасс начал терять надежду, думая, что Сян не ответит. Но затем Сян сказал, хорошо, я найду решение. Грасс обрадовался, но Сян предупредил, я еще не уверен, так что не возлагай больших надежд. Затем Сян подошел к камням молниям и спросил Грасса, почему ты их так расположил? Грасс объяснил, потому что если я их сдвину ближе друг к другу, произойдет вот это. Когда он сдвинул 2 камня, между ними внезапно произошла разрядка. Сян внимательно посмотрел и подумал, так вот как это работает. Затем Грасс достал камень, который он создал, расплавив руды молнии.
Сиан спросил, если мы поднесем два из них близко друг к другу, будет ли какая-то энергия или искра? Грасс ответил, можешь попробовать сам. Шион прижал два расплавленных камня друг к другу, и ничего не произошло. Вот что происходит, когда обрабатывают руду молнию. Шион задумался. Затем он спросил, на каком этапе из камня уходит энергия. Грасс ответил, когда я его разбивал, в нем была какая-то энергия, но она исчезла во время плавления. Шион кивнул, понимая процесс. Он достал зажигалку и спросил разрешения у отца провести эксперимент. Отец разрешил ему, сказав, делай, что нужно. Ксиан использовал заклинание, создающее огонь, и зажег небольшое пламя. Грасс был потрясен. Но Ксиан спокойно сказал, пожалуйста, продолжайте работать. Грасс, однако, не мог игнорировать то, что только что увидел. Не делай вид, что ничего не произошло. Как ты заставил огонь появиться у тебя на ладони? Просто ответил Ксиан. Это магия. Затем он посмотрел на отца, молча спрашивая разрешения продолжить. Отец кивнул, показывая, что полностью доверяет Грасту. Граст все еще не мог поверить в увиденное. Он повернулся к отцу Ксиана и спросил, «Вы знали об этом?» «Да, мы знали», — ответил отец Ксиана. Граст покачал головой, не веря своим глазам. «Если бы я не видел это своими глазами, я бы не поверил. Но теперь я верю». Граст повернулся к Ксиану и спросил, «Как ты думаешь, результат изменится, если мы расплавим камень молнии с помощью твоего огня?» Ксиан ответил, «Я не уверен, но давай попробуем». Граст согласился, предупредив, что процесс может занять около часа, и предложил им прогуляться, пока он будет работать. Однако Шайен настоял на том, чтобы остаться и посмотреть на результат. Остальные тоже решили остаться. Через час Граст закончил переделывать камень молнии, и они приступили к эксперименту. Когда Граст поднес два только что созданных камня друг к другу, между ними проскочила искра. Ксиан был в восторге, что магический огонь помог. Все поздравили его с успехом, и Ксиан решил назвать новые камни железными молниями. Он предсказал, что эти камни станут очень востребованным товаром. Они сразу же начали производить железные панели для молний и работали без перерыва 3 дня, не смыкая глаз. В итоге они успешно изготовили все необходимые товары, включая лампы для молний и волшебные зажигалки. Отец Ксиана был невероятно горд и поздравил его с достижениями. Даже Мэри похвалила его, а Шайен признался себе, что боялся, что она снова почувствует ревность. Но она не ревновала. Грасс поблагодарил Ксиана, сказав, «Ты действительно особенный». «Я не знаю, как тебе приходят в голову такие идеи». Грасс хотел сказать что-то еще, но отец Ксиана быстро его прервал. Грасс извинился, и Ксиан почувствовал, что в словах Грасса есть какой-то скрытый смысл. Он не понимал, что тот хотел сказать. Когда Грасс прощался с Ксианом и его семьей, он сказал, «Если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся просить. Я помогу тебе всем, чем смогу». С любопытством спросила Мэри. «Что ты имеешь в виду?» Ксиан улыбнулся и ответил, «Пока мы делали эти инструменты, мне пришла в голову идея. Я думаю, что эта идея может привести к большим изменениям в том, что я планирую». Вскоре стало ясно, что новые продукты Грасса, осветительные лампы и зажигалки, имели огромный успех. Они быстро раскупались, принося Грассу значительную прибыль. Позже Ксиан проводил новый эксперимент. Он достал свечу и колпак, объяснив, обычному пламени нужен кислород, чтобы гореть. Если накрыть его, оно погаснет. Но что будет, если зажечь свечу волшебным огнем? Догадалась Мэри. Думаю, она не погаснет. Роуз, напротив, сказала, я думаю, что погаснет. Ксиан зажег свечу заклинанием и накрыл ее колпаком. Когда он снял колпак, волшебное пламя все еще горело. Мэри была рада, что ее гости победили Роуз, но Шион был глубоко заинтригован результатом. Он подумал, значит, волшебному огню не нужен кислород. Озадаченно спросил, что ты имеешь в виду? Сянь ответил, я пока не совсем уверен, но это может означать, что магическая энергия усиливает природные явления, делая их невосприимчивыми к внешним факторам. Мэри спросила, это что-то изменит? Сянь ответил, пока нет, но мы узнали, что магический огонь отличается от обычного. Тут ему в голову пришла идея. Сянь снова использовал свою вспышку и заклинание, отбрасывая пламя на некоторое расстояние. Затем он попросил Мэри направить немного своей магической энергии на пламя. Когда Мэри сделала это, ее магическая энергия столкнулась с пламенем Шайен, вызвав мощный взрыв, который сбил ее с ног. Сянь бросился к сестре, но она успокоила его. «Я просто немного испугалась, но со мной все в порядке». Затем она спросила, «Сянь, ты знал, что так будет?» Сянь покачал головой и честно ответил, «Конечно нет, я понятия не имел». Сянь задумался об этом взрыве и признался, «Я только ожидал, что пламя станет сильнее, не более того». Мэри, все еще озадаченная, спросила, «Тогда почему это произошло?» Я выпустила совсем немного магической энергии. Сянь задумался и понял, что она права. Ее магическая энергия была минимальной, но когда она соприкоснулась с пламенем, произошел мощный взрыв. Решив разобраться, Сянь начал анализировать все, что произошло. После тщательного обдумывания он обнаружил кое-что новое. Он решил провести еще один эксперимент, на этот раз с помощью камня молнии. Он направил свою магическую энергию на него, но на этот раз взрыва не произошло. Обрадовавшись, он воскликнул, «Вот как это работает». Роуз, смутившись, спросила, «Но разве не ты сказал, что это магия?» Сянь кивнул, «Да, это магия, но это не просто магическая энергия. Это воздух, взаимодействующий с магической энергией. Когда я попытался активировать магию молнии, я заметил признаки сопротивления воздуха. И когда я накрыл пламя, оно не погасло из-за недостатка кислорода. Это значит, что магическая энергия ведет себя как воздух, и когда она взаимодействует с физическими веществами, то усиливает их свойства. Осознав это, Сиан разразился своим фирменным глупым смехом. Это может привести к значительному прогрессу в моих исследованиях. Роуз и Мэри были очень рады за него и разделяли его восторг. Позже Сиан приступил к новому эксперименту. Он объяснил, что мистер Грасс сделал для него специальные перчатки из кожи и бумажного кристалла. Надев перчатки, Шайен начал серию испытаний.
Он успешно вызвал огонь, что привело к мощному взрыву, который всех ошеломил. Затем он провел эксперимент с молнией, выпустив мощный концентрированный луч. Сиан гордо заявил: «Я сделал это. У меня получилось». Он чувствовал, что его исследования достигли нового уровня. Отец Сиана стоял рядом, пораженный достижениями сына. Мэри подбежала к нему и радостно поздравила. «Это было самое невероятное, что я когда-либо видела в своей жизни». Сиан расплакался от переполнявших его эмоций, не в силах поверить в то, что он сделал. Мэри и Роуз бросились его утешать, а его отец, мать и Грасс смотрели на него с гордостью, глубоко тронутые успехами Шайенна. Той ночью, когда в доме было тихо, Шон подслушал разговор отца, матери и Грасса. Заинтересовавшись, он тихо подошел, чтобы послушать. Грасс сказал: «Магия Сиана удивительна. Она может стать ценным достоянием, чем-то действительно выдающимся». Отец Сиана ответил: «Сиан умен. Он не станет раскрывать свои способности кому попало». Его мать добавила: «Он очень умный, но все же еще ребенок». Отец Сиана вздохнул и сказал: «Это происходит помимо моей воли. Сиан умный и сообразительный, и я не смогу помешать ему. Нам доверили его». Сердце Сиана остановилось. «Доверили мне?» Кажется, Шайен приемный. Сиан был ошеломлен. Неужели это правда? Неужели я не связан с этой семьей кровными узами? Осознание этого потрясло его до глубины души. Сиан продолжал усердно тренироваться и, наконец, успешно разбил деревянную доску мощным заклинанием молнии. Мэри и Роуз радостно зааплодировали, восхищаясь его успехами. Они хвалили его за то, как сильно он вырос, и Шайен скромно приписывал это тому, что он все лучше осваивает заклинания. Затем он искренне поблагодарил Мэри и Роуз за их постоянную поддержку. Позже Шайен вспомнил слова своего отца и, что еще важнее, чувства Мэри к нему. Ему пришла в голову мысль, что раз они не связаны кровными узами, значит, они могут когда-нибудь пожениться. Осознав, о чем он думает, он быстро отогнал эти мысли, пытаясь выбросить их из головы. Позже, сидя в своей комнате, Шайен все еще размышлял о кровном родстве. Но он решил отвлечься на свои магические эксперименты. Он решил сосредоточиться на комбинированной магической технике, которая усиливает магическую энергию и увеличивает ее концентрацию. Он верил, что объединив два магических элемента, он сможет усилить свои заклинания и выпускать их с большей силой. Обдумывая свой подход, он заметил, что объединение некоторых заклинаний пока не дало заметных результатов. Он решил провести новый эксперимент и направился к реке. Там он несколько раз пытался произнести заклинания, но каждый раз терпел неудачу. Разочарованный и сбитый с толку, он не мог понять, почему у него ничего не получается. «Мэрион Роуз тоже озадаченная?» – спросила Шион. «Мы не понимаем, что происходит. Можешь нам объяснить?» Шион объяснил, что в нашем последнем эксперименте мы обнаружили, что магическая энергия обладает свойствами воздуха. Поэтому я хотел посмотреть, что произойдет, если я направлю ее в воду. Но, к сожалению, ничего не вышло. В отличие от огня и молнии, магическая энергия, похоже, никак не влияет на воду. Затем он начал бормотать какие-то сложные мысли, из-за чего Мэри Роуз совсем запуталась в его объяснениях. Но они переглянулись, признавая, что уже привыкли к этому. Решив не сдаваться, Сиан попробовал провести еще один эксперимент. На этот раз ему удалось заставить воду подняться в воздух. Мэри была в восторге и воскликнула: «Значит, магическая энергия взаимодействует с водой. Это потрясающе, Сиан». Роуз, тоже впечатленная, добавила: «Значит, ты тоже сможешь использовать водную магию». Услышав их восторг, Сиан почувствовал прилив радости. Он сделал еще одно открытие. Однако он заметил, что, хотя он и нашел способ воздействовать на воду, эффект был слабым и не обладал реальной силой. Он понял, что ему еще многое предстоит узнать, прежде чем его магия сможет по-настоящему использовать воду как элемент. Сиан попытался поднять воду, стоя рядом с ней, но у него ничего не вышло. Однако он почувствовал, как его рука стала влажной, и задумался об этом. «Это логично», — подумал он. «Я могу сконцентрировать лишь небольшое количество магической энергии в правой руке, и эта влага должно быть эквивалентно высвобожденной мной магической энергии». Решительно он выпустил мощный поток магической энергии, чем поразил Мэри и Роуз. На этот раз, когда он попытался собрать воду в ладони, у него получилось. Мэри, все еще не веря, подбежала к нему и спросила, откуда взялась эта водяная сфера. «Только не говори мне, что ты взял ее из реки». Сиан объяснил, что он направил свою магическую энергию и попытался собрать частицы воды из воздуха. Так он смог создать эту водную сферу. Мэри была поражена и спросила, как он назвал это заклинание. Поскольку оно было основано на воде, Шион решил, что он назовет его Аква. Мэри и Роуз тоже захотели попробовать. К их радости у них получилось, но их водные сферы тут же взорвались у них перед лицом. Они рассмеялись, наслаждаясь этим. Сиан был в восторге, понимая, что Мэри и Роуз теперь могут использовать магию разных видов. Позже, когда Шайен ехал с родителями, он был погружен в свои мысли. Кажется, пришло время перейти ко второй фазе моих магических экспериментов. Нет, пока рано. Позже Сиан и Граст отправились в гильдию, чтобы принять задание. Граст сказал ему, что для того, чтобы принять задание, нужно сначала зарегистрироваться в гильдии. «Ты уверен, что хочешь это сделать?» Мэри и Роуз тоже были там и наблюдали за разговором. Сиан уже принял решение. Я решил это сделать, чтобы посмотреть, можно ли воздействовать на монстров магией. Граст повернулся к Мэри и Роуз и сказал им, «Вам не обязательно идти с нами». Мэри, однако, была непреклонна. «На этот раз я не убегу. Если я буду убегать, то буду убегать вечно. Я хочу стать сильнее». Роуз добавила, «Я тоже. Я хочу стать сильнее». Видя их решимость, Граст кивнул. «Хорошо. Мы все согласны. Пойдемте». Перед тем, как уйти, Шайен повернулся к Грасту и попросил, «Пожалуйста, не говори моим родителям». Когда они пришли в гильдию, Граст представился как авантюрист платинового ранга.
Администратор поприветствовал его и спросил, что ему нужно. Граст попросил 3 регистрационные формы для детей. Администратор согласилась, но с любопытством спросила, пришли ли эти двое поддержать детей. Смущенный Граст обернулся и увидел родителей Шайен. Вся группа была удивлена их неожиданным появлением. Отец Шайен вышел вперед и спокойно сказал, что тоже пришел поддержать их. Затем он признался, что является искателем приключений алмазного ранга. Вся гильдия замолчала. Алмазный ранг был невероятно редким и престижным уровнем, чего никто не ожидал. Не говоря больше ни слова, отец Ксиана просто попросил их заполнить регистрационные формы и пообещал, что они поговорят позже. Дети выполнили его просьбу, все еще переваривая ситуацию. Когда они вышли из гильдии, отец Ксиана повернулся к ним и спросил, хотят ли они что-нибудь сказать. Они все извинились, чувствуя вину. Отец вздохнул и сказал, что ожидал чего-то подобного. Ксиан удивленно спросил, знал ли его отец, что они собираются записаться на охоту на монстров. Отец объяснил, что не знал об их намерениях, но был уверен, что они что-то замышляют. Он заметил, что Мэри уже несколько дней избегает смотреть ему и их матери в глаза, что явно что-то значило. Услышав это, Мэри опустила голову и снова извинилась. Отец Ксиона признался, что никогда бы не подумал, что они могут планировать что-то настолько опасное. Они снова извинились, но прежде чем отец успел ответить, вмешался Граст, чтобы защитить их. Он объяснил, что дети все тщательно обдумали, прежде чем принять это решение, и попросил отца Шайен не быть слишком строгим к ним. Однако отец Сиана просто посмотрел на него и напомнил, что он последний, от кого они ожидали бы поддержки. Повернувшись к остальным, отец Сиана потребовал, чтобы они объяснили свои планы. Выслушав их доводы, он признал, что они пришли в гильдию не ради безрассудных приключений, а с определенной целью. Он согласился, что единственное, что он уважает в их решении, это то, что они выбрали в спутнике надежного человека. Даже если бы он не пришел, он был уверен, что Грасс обеспечил бы их безопасность. Но он напомнил им, что мир непредсказуем, и никто не может гарантировать полную безопасность. Твердым, но понимающим тоном он сказал, что если они снова решат сделать что-то настолько опасное, то должны сначала сообщить ему. Было бы полезно, если бы рядом с ними были сильные авантюристы. Шайен засомневался, прежде чем спросить, значит ли это, что его отец присоединится к ним. Отец подтвердил, что он пойдет с ними, к их радости. Вскоре после этого группа отправилась на задание. Когда они столкнулись с группой из 4 монстров, отец Сиана остался один, чтобы сразиться с ними. Как только монстры напали, он уничтожил их с поразительной скоростью, без труда расправившись с ними, прежде чем кто-то успел среагировать. Ошеломленный Шайен не мог не сказать, что его отец чудовищно силен, как он и ожидал. Отец Сиана небрежно ответил, что теперь они будут в безопасности. Сиан застыл от шока. Он всегда знал, что его отец сильный, но видеть его в действии было чем-то невероятным. Он почувствовал себя беспомощным. Был ли смысл в их присутствии, если рядом был такой могущественный человек, как его отец? Почувствовав мысли Шайен, отец успокоил ее, сказав, что скоро появятся новые монстры, и в следующий раз у них будет шанс сразиться. Как будто в подтверждение его слов появилась новая волна чудовищ. Отец быстро оценил новую группу и понял, что они не такие сильные, как гоблины, и станут идеальными противниками для первого настоящего сражения детей. Мэри заметно нервничала, но не двигалась с места, пока монстры готовились к атаке. Отец Шайен вмешался, построив их в боевой порядок и объяснив, что у этих монстров нет дальнобойных атак. Услышав это, Шайен сразу поняла, что их магия будет очень эффективна в бою. Шайен атаковал, применив мощное заклинание, которое уничтожило нескольких монстров. Но как только он собрался праздновать победу, сзади на него набросилось еще одно чудовище, готовое нанести удар. В последний момент Мэри вмешалась и спасла его от смертельного удара. Роуз тем временем не растерялась и умело сражалась, оттачивая свои боевые навыки. Перегруппировавшись, Шайен, Мэри и Роуз снова атаковали, сражаясь с удвоенной решимостью. Им удалось одолеть оставшихся монстров, и они поверили, что одержали победу. Но как только они расслабились, из тени появилось еще одно чудовище, застав их врасплох. Быстро среагировав, Шайен уничтожил монстра в последний момент, обеспечив их безопасность. Они поблагодарили друг друга, понимая, как сильно они поддерживали друг друга во время битвы. Мэри, все еще тяжело дыша, повернулась к Шайен и сказала, что теперь она чувствует себя увереннее, сражаясь рядом с ним. С ним она, наконец, поверила в свои силы. Тем временем Роуз задумалась, понимая, что кровные узы не определяют их отношения. Мэри всегда будет его старшей сестрой, единственной в мире. Затем подошел их отец и похвалил их за выступление. Он похвалил их действия, отметив слаженность и мастерство. Без колебаний он объявил, что они продолжат сражаться во втором бою, подчеркнув, что это лучшая возможность получить боевой опыт. Заметив поблизости других монстров, он приказал им идти вперед. Сиан был поражен тем, как быстро двигался его отец, но у него не было времени удивляться. Вскоре они вступили в новую битву, отдавая все силы, чтобы победить монстров. Но, несмотря на победу, они быстро выдохлись. Мэри, совершенно обессиленная, призналась, что больше не может сражаться. Отец Сиана снова похвалил их, а Грасс пошутил, что он вообще ничего не сделал. Шайен призналась, что сражаться с отцом было невероятно сложно. Мэри, хоть и была измотана, отметила, что они получили ценный боевой опыт. Она поняла, что они гораздо лучше сражаются, чем думали. Шайен согласилась, признав, что их навыки боя значительно улучшились.
Роуз добавила, что они узнали много нового. Поняв, что они устали, отец Сиана сказал, что они с Грассом соберут добычу с убитых монстров, а остальные пока отдохнут. Пока они отдыхали, взгляд Сиана упал на темную пещеру неподалеку. Заинтригованный, он решил заглянуть туда, и Мэри, хоть и с опаской, пошла за ним. Когда они вошли внутрь, их охватило беспокойство. В пещере было темно, и в воздухе витала тревожная атмосфера. Мэри высказала свои опасения, чувствуя, что это было ошибкой. Вокруг было зловеще, и опасность, казалось, подстерегала за каждым углом. Однако, когда они зашли глубже, Сиан заметил впереди слабый свет. Они с любопытством подошли поближе и увидели нечто неожиданное. Фею, запертую в клетке. Когда Сиан шагнул к ней, чтобы освободить, фея запаниковала и попыталась убежать. Мэри и Роуз удивились, увидев, что она испугалась. Сиан без колебаний заявил, что они должны ее освободить. Мэри и Роуз согласились с ним. Сиан осторожно открыл клетку. Фея на мгновение замешкалась, словно не могла поверить, что она действительно свободна. Затем, без предупреждения, она вылетела из клетки и взмыла в небо. Они все с восхищением наблюдали за ней, удивляясь, что видят фею в полете. Никто из них раньше не видел, как она двигается. Когда фея улетела, они попрощались с ней, надеясь, что она благополучно вернется домой. Чувствуя, что они сделали что-то хорошее, они вернулись в лагерь. Но там их ждало необычное зрелище. Отец Шайен нервничал, словно ожидал чего-то ужасного. Когда он повернулся, чтобы уйти, незамеченным матерью Сиан, она преградила ему путь. Она твердо попросила его поговорить наедине, и через несколько мгновений в воздухе раздался его крик. Вскоре после этого вернулась мать Сиан, спокойная, но решительная. Когда она спросила, что случилось, Сиан и Мэри напряглись, готовясь к тому, что будет дальше. Когда они сели поговорить, мать рассказала, что знала об их охоте на монстров с самого начала. Отец уже рассказал ей об этом перед отъездом. Сиан в замешательстве спросил, почему она так отреагировала, если знала об этом с самого начала. Она объяснила, что редко видела их возвращающимися домой с отцом, покрытыми боевыми ранами. Она знала, что когда отец чем-то увлекается, он не замечает ничего вокруг. Она была уверена, что он использовал любую возможность, чтобы сразиться с как можно большим количеством монстров, позволяя им при этом рисковать понапрасну. Она уточнила, что не сердится на них за желание стать сильнее. Для нее главное, чтобы они не причиняли вреда другим и не обманывали их. Тогда они могут идти своим путем. Но как их мать, она попросила их всегда заботиться друг о друге. Шон и Мэри, тронутые ее словами, извинились за то, что заставили ее волноваться. Поняв, что они говорят искренне, она просто велела ему мыться перед едой и больше не возвращаться к этому вопросу. После этого Шион сражался с гоблинами и хотел опробовать новое заклинание. Он создал вихрь из воздуха, заключил его в магический барьер и увеличил его силу настолько, насколько мог, создав бурю, которая поразила гоблина и победила его. После этого заклинания он был очень доволен, но и разочарован, потому что оно отняло у него много времени. Но поскольку оно не было предназначено для атаки, он решил, что оно ему не понадобится. Затем его сестра Мэри окликнула его, и они с Роуз подошли к нему. Они выросли с тех пор, как начали сражаться с монстрами 2 года назад. Они были счастливы, потому что каждый из них смог победить группу гоблинов. Потом они гуляли по городу, и Сиан осматривался. Роуз спросила, что случилось, и он ответил, что ничего. Но в глубине души он думал о том, что не встречал никого с такой же магической аурой, как у Марион Роуз. Пока они шли, они обсуждали, что количество монстров в последнее время значительно возросло. Гильдия принимала много новых искателей приключений и много заказов. Они были удивлены, что в городе стало больше гоблинов, ведь гоблины считались сильными монстрами, которые появлялись только в опасных местах. Они также заметили, что увеличилось число бродяг. Мэри предложила пойти в гильдию, и они пошли. Гильдия тепло их встретила и сказала, что они могут оставаться там сколько захотят, потому что в тот день было мало посетителей. Шон предложил помочь с плавкой металла, но в гильдии сказали, что сегодня помощь не нужна. Он также передал Ксиану новые перчатки, которые он для него подготовил. Ксиан был очень рад и спросил, как ему удалось так быстро их сделать, ведь он только недавно их заказал. Груст ответил, что перчатки быстро изнашиваются, но это говорит о твоем росте и силе. Затем Груст спросил, как у них дела, и сказал, что, похоже, у них все хорошо и без него и Гавейна, имея в виду отца Шайен. Мэри сказала, что они близки к получению серебряного ранга. Груст удивился и сказал, что не думал, что кто-то в вашем возрасте когда-либо получал такой ранг. Роуз ответила, что думала, что вы с мистером Гавейном получили этот ранг раньше, чем они. Груст объяснил, что на самом деле мы не состояли в гильдии, когда сражались с монстрами в вашем возрасте, потому что тогда гильдии были не так распространены. Тем временем Ксиан тестировал свои новые перчатки. Мэри подошла к нему и сказала, «Ты теперь используешь много разных видов магии. Что бы ты делал, если бы мог использовать еще больше?» Ответил он, «Я уже планирую это, потому что хочу учиться и использовать все больше и больше магии». Спросила она, «А что потом?» Ксиан не смог ответить. Мэри продолжила, «Благодаря тебе нам сейчас намного лучше. Без тебя мы бы не смогли создать эти лампы и, возможно, погибли бы из-за гоблина, от которого ты нас спас. Я не думаю, что кто-то другой смог бы сделать то, что сделал ты». Ксиан был тронут ее словами. «Пойми меня правильно. Я хочу, чтобы ты делал все, что захочешь, но я просто хочу сказать, что магия, которую ты открыл, невероятна. Мне кажется, мы можем использовать ее не только для сражений». Ксиан был удивлен ее словами. Мэри сказала ему, что их отец упоминал, как эта магическая сила влияет на все и имеет как хорошие, так и плохие стороны. «Но я чувствую, что с ее помощью мы можем сделать больше хорошего.
Позже Ксиан тренировался со своим отцом, и их битва была напряженной. Когда отец Ксиана уже почти победил, Ксиан перепрыгнул через него и использовал заклинание земли, из-за которого отец провалился под землю, обеспечив победу Ксиану. Отец Ксиана удивился. Я и представить не мог, что ты сделаешь что-то подобное. Что это было за заклинание? Объяснил Ксан. Это мое новое заклинание. Я направил воздух в землю, что увеличило давление воздуха и создало эту яму. Затем Ксиан добавил. Но двигаться, активируя магические атаки, очень утомительно. Мне нужно больше работать над своими физическими способностями. Ответил его отец. Для такого новичка, как ты, это пустяки. Ты очень вырос, даже удивив себя этой атакой, сказала Шайен. Правда, но эта атака не всегда проходит так, как я хочу. В следующих экспериментах я хочу использовать воздух для полета. Отец рассмеялся и сказал, что это похоже на мечты о том, чтобы летать как птица. Тут появилась Мэри и сказала, извините, что прерываю, но я тоже хочу тренироваться с папой. Она начала тренироваться с отцом, и их бой был очень напряженным. Шион наблюдал и заметил, как сильно Мэри улучшила свои навыки, стала очень быстрой с мечом в руках. Но Мэри была слишком безрассудной, и отец смог победить ее, из-за чего она в отчаянии упала на землю. Она сказала, что не может победить. Шайен всегда побеждает. Отец успокоил ее, не торопись. Ты отлично справляешься, и я уверен, что однажды ты победишь меня. Мэри улыбнулась и сказала, спасибо, папа, прежде чем снова пойти тренироваться. Шион спросил отца о Мэри. Отец сказал, что у нее все отлично получается. Для своего возраста она владеет мечом на уровне взрослого. У нее также невероятная физическая сила. Несмотря на то, что она еще маленькая девочка, она исключительная. Шион, потрясенный, спросил, может ли это быть из-за ее магической энергии. Отец ответил, что это возможно, но не о чем беспокоиться. С Мэри все будет в порядке. Позже Шион и Мэри встретили Роуз, которая извинилась за то, что попросила их о помощи. Она объяснила, что у них не хватает рабочих рук. Мэри сказала, друзья должны помогать друг другу. Шион спросил, чем вам нужна помощь. Роуз ответила, мне нужно, чтобы вы избавились от таких вредителей, как эти черви. Они помогли ей, и у Шайен не возникло проблем. Но Мэри было тяжело. Атмосфера была очень веселой, и к концу дня Мэри сказала, я очень устала. Сегодня я поймала не так много вредителей, но в следующий раз получится лучше. Шион сказал, что тоже поможет еще раз. Мэри сказала, что в следующий раз соберет больше вредителей и победит их. Затем небо заволокло тучами, появился странный цвет, и все побежали прятаться от дождя. Внезапно Мэри упала в обморок. Шион подбежал к ней, но она не реагировала. Шион и Роуз были шокированы случившимся. Они отвели Мэри домой, и Чиен измерила ей температуру, которая оказалась очень низкой. Приехали их родители, обеспокоенные состоянием Мэри. Позже Мэри очнулась, но не говорила и не подавала никаких признаков того, что с ней все в порядке. Роуз предположила, что Мэри, возможно, подхватила летаргическую болезнь. Отец Шиона спросил, ты имеешь в виду болезнь, которая распространяется в Астрае? Роуз ответила, да, я слышала об этом на рынке. Люди падали на ходу и оставались неподвижными. Даже когда они приходили в себя, они могли только сидеть и, казалось, были погружены в свои мысли. Это похоже на состояние крайней усталости, поэтому болезнь так и называется. Сиан был потрясен, и его мать спросила, Мэри быстро поправится или нет. Роуз сказала, насколько я знаю, я не слышала, чтобы кто-то выздоравливал, потому что информации о болезни недостаточно. Все были опечалены состоянием Мэри. Отец Сиана решил отвезти Мэри к врачу в Австрию и сказал Сиану остаться дома с матерью. Но Сиан настоял на том, чтобы поехать с отцом, сказав, если ты поедешь один, защищать Мэри будет сложнее. Если я поеду с тобой, будет лучше. В конце концов, отец согласился, и они отправились в путь. Отец Сиана велел ему позаботиться о Мэри, и Сиан подумал, что они доставят Мэри в Астру, чего бы это ни стоило. Внезапно Сиан увидел красный свет, который он уже видел раньше, и спросил отца, что это? Отец Чияна ответил, что ничего не видит. Чиян понял, что если ты чего-то не видишь, значит это магическая энергия. Затем они увидели, что их окружают волки. Отец Чияна сказал, что это кровавые волки, которые всегда жаждут человеческой крови и нападают без жалости. Чиян сказал отцу, ты следи за дорогой, а я разберусь с ними. Отец предупредил его, чтобы он был осторожен. Чиян приготовился и начал атаковать волков одного за другим, но их было слишком много. Отец сражался с ними с другой стороны, но их было так много, что казалось, будто им нет конца. Чиян пытался придумать, как справиться с ними, но вдруг все волки разбежались, оставив его в недоумении. Налетел странный ветер. Отец Чияна спросил, что происходит. Чиян ответил, что-то странное приближается. Нам нужно бежать. Затем появился странный магический зверь, напугавший Чияна. Он сказал отцу, смотри. Но отец ничего не видел, значит, это был магический зверь. Чиян был в шоке и спросил, неужели такой зверь существует? Зверь издал громкий крик, и Чиян тоже закричал от страха. Отец спросил, что случилось? Чиян ответил, не могу поверить, что ты не слышишь этого, папа. Чиян попытался ударить зверя магическим заклинанием, но атака прошла сквозь него, не причинив никакого вреда. Зверь собирался напасть на Чияна, который был очень напуган, но вспомнил, что случилось с гоблином, и попытался атаковать зверя также. Ему удалось ранить зверя, и тот закричал. Отец Чияна не понимал, что происходит. Внезапно зверь пролетел над каретой, словно собирался напасть на отца Чияна. Но электрическая лампа рядом с отцом Чияна отпугнула зверя. Чудовище пыталось убежать, но Сиан подпрыгнул и успел его ударить, победив его. Сиан чуть не упал, но отец подхватил его и сказал, «Ты, как всегда, безрассуден». Сиан извинился. Но отец сказал ему, «Не надо извиняться. Теперь мы в безопасности, спасибо тебе». Они сели в карету и продолжили путь. Отец Сиана спросил, что это было за странное чудовище? «Я никогда такого не видел». Сиан спросил, «Ты его видел?» Отец ответил, «Да, я видел его, когда оно приблизилось ко мне». Шайен посмотрела на лампу и поняла, что это была причина.
Отец сказал, нам нужно поскорее добраться до места назначения. Нет гарантии, что больше не появятся монстры. Когда они приехали, то увидели много людей, страдающих от той же болезни, что и Мэри. Когда они попросили врача осмотреть ее, им сказали, что нужно ждать своей очереди. Ксион был расстроен и сказал, монстры и дождь задержали нас. Отец сказал, что им ничего не остается, кроме как ждать. Когда подошла очередь Мэри, врач осмотрел ее и подтвердил, что это была летаргическая болезнь. Он сказал, что лекарства пока нет. Сиан был потрясен и спросил врача, разве это не ваша работа вылечить ее? Врач извинился и объяснил, что пока нет решения. Сиан был очень расстроен, и отец пытался его успокоить. Сиан начал вспоминать моменты с сестрой и очень расстроился. Он заплакал и сказал, моя сестра невинна и добра. Она ничего плохого не сделала. Почему это происходит с ней? На следующий день они решили оставить Мэри в Астрии, пока не найдут лекарства для нее. Они поселили ее в доме, который принадлежал Грасту. Он собирался использовать это здание как склад, но теперь, из-за этой чрезвычайной ситуации, он отдаст его им. Родители Шайен поблагодарили его. Граст был расстроен и сказал, я не понимаю, почему такая хорошая девушка, как Мэри, заболела. Но его слова задели родителей Мэри, и они опечалились, из-за чего он извинился перед ними. Затем он разрешил им использовать это здание по своему усмотрению. Отец Шиона извинился перед Грастом, и когда тот уходил, попросил его больше не извиняться. Отец Шиона поблагодарил его, и он ушел. После этого Роуз тоже пришла проведать Мэри, которая лежала неподвижно. Шион сел рядом с сестрой, чтобы успокоить ее. Затем к нему подошел отец и сказал, «Я хочу, чтобы ты кое с кем встретился». Шион спросил, «Это врач?» Отец ответил, «Номер». Сян сказал, «Тогда я не пойду». Отец спросил, «Ты помнишь монстра, с которым сражался 4 дня назад?» Сян спросил, «Неужели прошло уже 4 дня?» Отец ответил, «Да, и произошло много разных инцидентов, и многие люди погибли из-за невидимого монстра. Похоже, это тот самый монстр, которого ты убил, Шайен. Теперь нет никаких гарантий, что это не повторится. И только мы могли справиться с этим монстром. Точнее, ты, Сян, единственный, кто может справиться с этим монстром». Сян сказал, «Какое мне до этого дело?» Отец сказал, «Ты должен меня понять. Число жертв будет расти, и многие пострадают». Сян сказал, «Я всегда буду рядом с сестрой, потому что она для меня важнее всего». Отец разозлился и сказал, «Тебе все равно, что кого-то убьют? Ты единственный, кто может помочь людям и уменьшить число жертв». Сян сказал, что ему все равно. Его отец сказал, что если бы монстр напал на нашу деревню и убил всех людей, тебе бы тоже было все равно? Шайен разозлился и сказал, «Да, какое мне до этого дело? Почему я всегда должен помогать людям? Я просто хочу быть рядом с сестрой, пока не найду способ ей помочь». Потом он сказал отцу, «Ты не волнуешься за Мэри? Тебе на нее наплевать?» Отец разозлился и сказал, «Конечно нет. Я волнуюсь за нее. Она моя дочь, и я сделаю все, чтобы спасти ее, даже если это будет стоить мне жизни. Но сейчас я ничего не могу сделать, и единственное, что я могу, это попросить тебя помочь спасти людей, потому что ты единственный, кто может это сделать». Слова отца тронули Шайенна, и он вспомнил, что говорила ему сестра. Она сказала, что магия может многое. Она также сказала, что есть вещи, которые может сделать только Шайен. Поэтому, когда придет время, Шайен должен будет помочь людям. Потом отец сказал, «Мэри всегда думала о других и не думала о себе. Она даже тренировалась, чтобы защитить меня, если что-то случится. Похоже, это ее природа. Она всегда думает о том, как помочь людям. И я уверен, что если бы она была сейчас с нами, она бы сказала, что я должен помочь людям, потому что я единственный, кто может это сделать». Затем он повернулся к отцу и сказал, «Я помогу тебе, отец, чем смогу». Твой отец поблагодарил его и сказал, «Прости, что прошу тебя об этом и возлагаю на тебя такую ответственность». Шайен сказал, «Это я должен благодарить тебя, отец, за то, что ты позволил мне смириться с этим». После этого Шайен почувствовал что-то странное. Ему показалось, что он потеряет сестру, и он почувствовал, что ее магическая энергия больше не присутствует. Он бросился вниз, попросил мать позаботиться о сестре и ушел. Затем он куда-то пошел и сказал себе, как я и думал. После этого его отец был с ним на месте происшествия. Отец спросил его, «Ты что-нибудь выяснил?» Ксион ответил, «Да, у всех пострадавших нет магической энергии, значит, она была у них отнята. Я много ходил по городу, но не видел много людей с магической энергией. Поэтому я думаю, что все люди, у которых была магическая энергия, заболели летаргией. Я не думаю, что это произошло случайно. И пока никто не нашел лекарства или способ лечения этой болезни. Поэтому я должен сам во всем разобраться». Отец сказал, «Значит, я был прав. Это все связано с монстром, которого мы видели, и с магией». Затем он продолжил, «Я уже говорил тебе, что есть кое-кто, с кем я хочу тебя познакомить. Пойдем». Они добрались до королевского дворца и встретили герцога, чей острый взгляд напугал Ксиона. Отец Ксиона извинился перед герцогом и сказал, «Я перейду сразу к делу и расскажу вам о том, что происходит в городе». Герцог упал и начал корчиться на земле. «Почему меня преследуют неудачи? И почему все это случилось сразу после того, как я стал править этим городом?» Сиан был потрясен увиденным и реакцией герцога. Но, похоже, отец Сиана привык к этому и никак не отреагировал. Герцог все еще корчился на земле, говоря, что хочет уйти в отставку. Отец Сиана пытался его успокоить, но безуспешно. После этого герцог успокоился, сел на стул и начал рассказывать об электрических лампах, которые гильдия хотела монополизировать, потому что они были средством борьбы с монстрами. Но герцог и его люди смогли собрать и использовать их. Отец Сиана сказал ему, «Молодец, ты все еще способен на это». Герцог ответил, «Похвала сейчас не поможет». Он начал говорить с Сианом и сказал, «Твой отец рассказал мне все, и что магия, болезнь летаргии, связана с этим монстром».
Поэтому я хотел собрать всех, у кого есть магические способности, чтобы мы могли уничтожить этого монстра. Шайен сказал: «Я думаю, это будет сложно и бесполезно». Это шокировало герцога, и он спросил: «Почему?» Шайен сказал: «Изучать магию и заклинания сложно и занимает много времени. Во-вторых, почти все, у кого есть магическая энергия, страдают от болезни литургии». Герцог сказал: «Исследования этой болезни продвигаются очень медленно. Поэтому я хочу спросить тебя, Сиан, есть ли у тебя какие-нибудь идеи?» Сиан сказал: «Да, есть». Герцог спросил: «Какая у тебя идея?» Сиан сказал: «Мне нужно провести опыты на живых существах». Герцог удивился. Сиан сказал, что людям, обладающим магической энергией, нужно время, чтобы восстановиться и пополнить запас магии. Но у тех, кто болен литургией, магическая энергия полностью истощена, и, похоже, что-то мешает ей восстановиться. Это значит, что если бы я мог наполнить их магической энергией и удержать ее в их телах, это могло бы их вылечить. Герцог тогда сказал, что ты хочешь поэкспериментировать со своей магической энергией на больных. Но разве это не опасно? И если у тебя ничего не получится, никто из больных литургии не выздоровеет. Шайен задумался и сказал, что в медицине нет ничего идеального, и он готов к любым последствиям. Но он должен попытаться спасти больных. Тогда Сиан сказал герцогу, что сначала он будет проводить опыты на тех, кто вот-вот умрет, и на монстрах. Позже мы узнали, что герцог согласился на все просьбы Сиана и даже предоставил ему дополнительную помощь, например, врачей, которые могли бы готовить лекарства и бороться с монстрами. Шайен гулял с отцом по городу и думал, что если бы он был один, герцог бы ему ничего не дал. Он удивился и сказал, что герцог даже не видел магию. Как он согласился? После этого мы видим, как Шайен сидит с одним из помощников доктора по имени Коул. И он говорит: «Для меня потакать прихотям богатенького мальчика вроде тебя, пустая трата времени. Но раз уж это приказ герцога, мне ничего не остается, кроме как подчиниться. Это все, что я хотел тебе рассказать». Сиан улыбнулся и не знал, что ответить. Затем мы видим, как девушка говорит: «Тебя зовут Коул? Ты очень грубый, даже когда разговариваешь с ребенком. Ты выполняешь приказы герцога. Ты должен честно выполнять свои обязанности». Она представилась и сказала, что ее зовут Равина, и что она командир 75-го секретного отряда Королевской гвардии в Астерии. Кажется, Коулу это не понравилось, и он начал провоцировать ее, из-за чего она достала меч, и сказала, что этот меч ей подарил герцог за хорошую службу. Конечно, Сиану это не понравилось, и он сказал ей: «Не стоит доставать меч в таком месте, капитан». Она извинилась и вложила меч в ножны. Вдалеке стояла девушка, и Шион спросил, кто она. Она выглядела очень застенчивой и сказала, что ее зовут Бриджит, и что она тоже пришла по приказу герцога. Мы узнали, что она эксперт по монстрам и говорила очень тихо. После этого Шион сказал: «Я совсем не думаю, что наша миссия — это просто развлечение. Это очень опасная миссия, и от нас зависит очень многое». После этого мы видим, как Сион стоит снаружи со своей командой и демонстрирует свои магические способности, которые их всех поразили. Они были удивлены и спросили, что это. Сиан начал объяснять им и сказал: «С помощью магической энергии можно усилить природные явления и использовать их». Коул сказал: «Значит, то, что мы сейчас видели, это магия». Сиан сказал: «Да, но, во-первых, у человека должна быть магическая энергия, которая вырабатывается в его теле. И чрезмерное использование этой энергии приводит к сильной усталости и вялости, пока магическая энергия не восстановится». Затем Коул сказал, что это похоже на симптомы болезни, вызывающие вялость. После этого они приступили к выполнению своих задач и пошли в лес. Равине было очень тяжело из-за веса ее доспехов. Мы узнали, что Коул пошел в клинику по делам, а Сион и две девушки отправились в лес, чтобы провести эксперименты над монстрами. Равина была очень зла и сказала, что они устроили ей ловушку, но, конечно, это произошло из-за ее доспехов. Затем Бриджит разговаривала с Чейном и сказала ему: «Я приказала провести исследование невидимого монстра. Какое это имеет отношение к болезни, вызывающей вялость?» Сиан ответил ей: «Это имеет к ней отношение. Дело в том, что магическая энергия может уничтожать монстров, и я много раз это проверял. Поэтому будет очень опасно испытывать ее на пациентах, потому что, как это было в прошлом, взаимодействие магической энергии с магическими существами и существами, обладающими магической энергией, приведет к их уничтожению. Поэтому лечение болезни, вызывающей вялость, с помощью магической энергии все еще гипотетично, потому что мне нужно будет ввести магическую энергию в тела пациентов. Для проведения исследований нам нужно найти монстров, обладающих магической энергией, и провести над ними эксперименты, чтобы найти способ, который не навредит пациентам. Что касается монстра, за которого ты отвечаешь, Бриджит, он называется призраком. Бриджит разозлилась и спросила: «Ты его видел? Как он выглядел? Расскажи мне». Он сказал ей, чтобы она успокоилась. «Мой отец уже отправил отчет, и тебя выбрали, потому что ты эксперт в этих вопросах». Эти слова взволновали Бриджит. Внезапно появился воин-гоблин, напугав всех. Они спросили, что привело его сюда. Бриджит была очень взволнована, а Равина очень разозлилась. Она сняла доспехи и сразу же пошла сражаться с гоблином, сказав, что покажет ему свою истинную силу. Она перепрыгнула через монстра и начала атаковать. Сиан пытался помочь ей и использовал свою силу, но не попал по гоблину. Вместо этого удар пришелся по его мечу. В воздухе поднялась пыль, из-за которой Равина не могла видеть гоблина, и он смог напасть на нее. Она блокировала удар, но гоблин был очень силен и отбросил Равину далеко, ударив ее о дерево. Гоблин собирался прикончить ее, но Сиан использовал свою силу и поразил гоблина мощным заклинанием. Затем Равина вернулась в бой и убила гоблина, завалив его множеством камней, что шокировало Чейни.
После этого Чейни спросил Равину, видела ли она раньше такого гоблина.